Виктория, Мгм. ты готова? Да, Я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. да, Что ты видишь? я вижу Маргариту. Мгм. Хорошо. Считай тогда ее эфирная ДНК, Маргарита Лето. Да, это она. Спроси у нее разрешения потрудиться с ней и для нее. Она дает разрешение. Мгм. А, Посмотри, есть ли у Маргариты магические воздействия на нее? Есть. Сколько? Я слышу одно. Мгм. Я вижу одну подключку, а в ней Так. больше. То есть идет одно, оно имеет отношение вот к правому полушарию, идет подключка в сектор магии и на 5, как пальцы рук, рассоединяется. Мгм. А сколько причин у этой подключки, этого Одна. магического воздействия? Что там, посмотри, за ситуация, что происходило? Я слышу младенчество и считывается формирование личностного, энергетического, как эгрегора, такого вихря, формирование угнетающего мышления. М, И я здесь чувствую энергии отца, и они какие-то насильнические По отношению к кому? по отношению к Маргарите. Я чувствую Маргариту сейчас, как будто бы я вот возле нее или в ней, ам, когда она внутриутробно развивалась. Ее мать, буквально она как в эмоциях матери, как в океане, Мгм. а мать чувствует угрозу Так, какую угрозу мама чувствует? от мужа. Мгм. В чем эта угроза заключается? Чего именно она боится от своего мужа? Насилие, Мгм. Какого именно деспотизм я насилия? слышу. Так, что в этот момент происходит с Маргаритой? Я слышу, что вот вижу ее правое полушарие, и там как будто бы вбивают такой черный клин, и считывается вот так тук-тук-тук, что прекращается а, развитие, Так, какое именно развитие прекращается? связи с материнской частью себя. Как-то странно звучит. И я вижу, как будто бы вот этот острый молоток стучал, стучал и выбил какую-то часть ее сознания. И она вот так вот поднялась по моей ментальной карте. Это как в зону принятия решений. Вот там контракт. Мгм. Так, проявляем полностью этот контракт. Сейчас я посмотрю не так быстро. Мгм. Я просто описала направление, но мое
внимание, оно здесь, опять звучит в младенчестве. Мгм. И я вижу, что вот эта энергия, которая символизирует, как Маргарита бегает, как ребеночек по полю, там цветочки, бабочки летают. То есть вот эта беззаботность, Мгм. она вот это уходит, а заменяется, считывается отцовской агрессией, а мать как бы подчиняется. И вот эта программа подчинения, а, лучше быть униженной, Мгм. буквально вот так извиваться. И я вижу такая энергия, вот как червь такой белый, да, то есть лавировать, м, считывается изучать а, стратегии мужа, Мгм. отдаляться от себя, то есть все эти решения материнские автоматически вот прописываются в сознании в поле Маргариты. А Маргарита так вот и идет. Я часть мамы, я Мгм. внутриутробный ребенок, я часть мамы. И вот эта безмятежность, любовь, вот эта энергия безопасности, я вижу, как она потихоньку тает и уходит в нижнее пространство. А Мгм. на это место вот заходит вот эта магическая энергия, считывается быть подавленной. То есть уже формируются нейронные связи, которые буквально притягивают. Я вижу вот так вот руками, как будто бы тянут, ам, формируют реальность, я слышу, из небытия. То есть вытягивают черные энергии из небытия. А небытие — это я вижу, что мое внимание перешло на эти нижние этажи сознания энергии, и там Мгм. такие опасные энергии, агрессивные. Мгм. Вот. Посмотри, что произошло, когда Маргарита, ну, этот контракт образуется в ее пространстве. Я слышу, я буду как мама, я буду подчиняться, так как мама отцу, а магия — это манипуляция, это агрессия. Ам, вот точно так же, то есть получается, это одно и то же. И Маргарита решает в тот момент, что она будет подчиняться, и накладывается одно на другое. Агрессия отца, то есть это решение мамы. Мгм. На тонком уровне энергии агрессии — это тоже магические энергии. М. Вот. Только колдовство, оно подключает намеренные ритуалы. А здесь просто агрессия. То есть вот Мгм. никакой разницы в этом нет дальше. Хорошо. Видит ли это все Маргарита, что там произошло, когда она была у мамы до ее рождения? Какие программы она приняла? Какие Да, решения? она видит, вот когда я только ее увидела, она выглядела как огромный ангел с крыльями, которые запутанные, Мгм. как сети, которые мешают. И именно вот эти сети тянутся в сектор магии. И там маму я вижу, мама сидит с животом, то есть мама беременная. То есть Мгм. получается, что ее мама, ну, как и все мамы, скажем так, мы живем в М. таком мире, Ну, к сожалению. Вот ее мама
имеет на нее вот такое негативное влияние. И Мгм. фактически мы заходим в тот момент, когда формировалось ее сознание, ее нейронные связи. Они только формировались, и уже в том младенчестве они сформировались так, как готовы принимать именно и соглашаться принимать эту тяжелую черную энергию. Мгм. Видите это все, Маргарита? Что это был в тот момент просто ее выбор. Да, и в этом выборе я вижу буквально все эти ситуации, которые Маргарита описывала, и множество других. Я вижу, Мгм. как она с какой-то женщиной говорит, улыбается ей, маску носит, не проявляется истиной, а внутри чувство пустоты, потому что не хватает вот этой божественной энергии и любви, которую она потеряла, которая отсоединилась от нее, потому что она, ее душа чистый свет, беззаботный, считывается так, беззаботный чистый свет. Вот как Мгм. эта девочка, которая беззаботно бегает по полю с цветочками, собирает цветочки. Она так бегает и вот так ручками поднимает, и такие энергии божественные, легкие, очень Мгм. приятные, кружатся вокруг нее. Хорошо. Отсоединись от этого всего. Да, Вернись к контракту Маргариты. да, я слышу энергия вот эта, которая через отца пришла, темная, она Мгм. магическая. Там есть контракт, и эта сущность темная, ну, скажем Так. так, сущность, да, эта энергия, она говорит, вот это контракт, голосом отца, м, я буду с тобой всегда. Мгм. Что это за сущность? Мне считывается, что это как подноготная ДНК отца, то есть это родовая память, Мгм. которая считывается как а, сущность, у которой то головы нет, считывается, то рука отпадает, то голова отпадает. Что-то у нее постоянно эти части распадаются, потом собираются. А Но оно что как... это значит? Сейчас я посмотрю, не знаю. Ш- Оно так ш- динамично. Я смотрю Мгм. на голову, она раз отпадает, и в это же время синхронно, чуть-чуть с опозданием, отпадает рука, потом она соединяется, отпадает нога, Мгм. потом появляется черный хвост, И как это влияет на род? считывается это динамика рода, В чем? агрессивное поведение. Вот это Мгм. динамика рода, агрессивное поведение. Мгм. Так, посмотри, есть ли еще стороны этого контракта? А в секторе интерферентов я вижу такую, как пластина. Она сделана из, как будто изо льда. То есть это замороженная какая-то ситуация, как большой щит, инкрустированный узорами разными. И что-то интересное внутри там есть. И кто-то вот так говорит, то Давайте есть молчи, не проявляем. говори. То есть, ну, не мне говорит, а Маргарите. Проявляем. Считывается защитная функция Мгм. психики, создание, что мне идет, создание эгрегориальных символов, энергий. И я вижу, как э, чистая божественная душа ищет защиту э, и э, отклик от другой души,
со стороны вот именно на это внутреннее желание опоры, опереться Мгм. на что-то, вот срабатывает, но опора ищется не в этих светлых энергиях, а именно вот этот посыл найти опору идет вслед за той энергией, которая чистая, божественная, потерянная, которая уходит постепенно в пространство эгрегориальных структур, типа это опора, то есть это и есть вот это, считывается эзотерическое, магическое, М. эмпирическое мышление. Эмпирическое – это основанное на реальном опыте, пережитом опыте, Мгм. считывается психический коллапс. Так, хорошо. Отсоединись от этого всего. Да. Вернись к контракту. Опять я слышу, Маргарита, буду как мама, Мгм. буду всегда с отцом. Он Так. мой защитник. То есть идет как бы поляризация, Мгм. вверх дном все переворачивается. Мгм. Все ли стороны этого контракта мы увидели? Да. Хорошо. Посмотри условия этого контракта, на что Маргарита по нему согласилась. Ну вот проявляется вот этот от этой защитного этого ам, диска, да, вниз идет как капля такая огромная. Сейчас я хочу туда посмотреть, потому что мое внимание это привлекает. Да, посмотри, что там, куда эта капля уходит. Я вижу, что это как бы пространство Маргариты, оно находится ну, на уровне правой ноги, влияет на решение ее. И я вижу, что от этой условной капли такие буквально считываются миллиарды ниточек, и я их вижу. Это как нейросеть такая, которая связывается, и она замороженная, то есть она устремляется вот там вниз к другим таким же, Так, что это за считывается сеть? союзником, то есть, ну, как мы говорим, темная магическая матрица, которая выстраивает вот эти все негативные ситуации в жизни. Мгм. То есть она подтягивает тех людей, у которых вот как пазлы жертва находит Мгм. насильника, к примеру, да, то есть это идеальные, ну, вот так вот, в кавычках, идеальные отношения по принципу этих эгрегориальных структур, этих программ. Мгм. С одной стороны, это такой негативный аспект, но с другой стороны, это, эта энергия, которую я вижу, которая там потеряна и в центре этого щита, то есть защитной функции психики, она живая. Это девочка там, которая бегает, то есть по полю беззаботная. То есть это энергия беззаботности, любви, души. Она Детской части. стремится, да, она стремится к освобождению. Мгм. Так, хорошо. Она там, в этом счете, оказалась также по этому контракту. Да. Мгм. Посмотри еще условия этого контракта, на что еще Маргарита по нему согласилась. Отец стучит кулаком по столу, вот так, и говорит: "Я сказал тебе, будешь здесь". И он это орет на мать. А в этот момент я вижу, ну, малюсенькая, до 2 месяцев, а, Эмбриончик. эмбриончик. Она эти энергии ощущает, и это ее содрогает, и она это
Это его так считывается психический коллапс. Мгм. Так, посмотри по этому контракту, что Маргарита потеряла. Она вот так показывает, как будто бы все ее центры а, энергетические, начиная от пупка и выше, а седьмая чакра, как говорят, да, Мгм. она вообще потемнела, черная, и она соединилась с энергетическим центром в нижнем пространстве. То есть, ну, как я говорила, произошел такой сдвиг, буквально как Мгм. передвижение полюсов. Вот. Мгм. И то есть ее вот эта связь с божественным источником, то есть поменялся божественный источник, скажем так. Ну что? Поменялся на божественный, это мы так говорим, но я так чувствую и считываю, что это то, что за пределом, то есть это за пределами нашего понимания, то есть это на уровне энергии. Мгм. Вот, и этот источник, это именно вот этот источник зла, он так и считывается, то есть это негативных вибраций. Там внизу есть такой, как черная звезда, которая излучает такие черные волны, то есть вот эту магию, насилие. И она буквально соткана с миллионов, миллиардов разных случаев, когда человек поддался этой агрессии, то есть там все. Там и агрессоры, и жертва. Там Мгм. соглашение считываю. Соглашение быть жертвой. Мгм. Хорошо, вернись к контракту. Да. Посмотри, что Маргарита еще по нему потеряла. Она говорит всю себя. И вот так опять показывает. Мгм. Всю эту светлую часть. Так, а что получила? Она показывает, что руками сгребает и говорит ворох проблем. Мгм. Вот этот хаос, чужую жизнь. Она говорит и смотрит на мать и на М. отца, Так. показывает ногу свою и правую и говорит, что а, выбирала м, божественный путь, но божественный в кавычках. Божественный это значит духовный, а дух это может это энергия, да? Это Мгм. может быть и из двух источников духовность, темная и светлая. И она показывает, что когда она стоит, то у нее под ногой как бы энергия раздвоилась. И одна энергия светлая вот так как бы удерживается в магическом секторе, то есть удерживается ее матерью и отцом, которые фактически пренебрегли ее святостью и украли эту ее чистоту, этот свет внутренний. И она пошла как бы, считывается как бы в обход и пошла то есть ее путь жизненный, вот как черный этот магический. Мгм. Так, хорошо, вернись к контракту. Да, Есть о, ли еще какие-то условия этого контракта? Все ли я, условия мы уже подожди, посмотрели? подожди. Я вот Мгм. вижу, как эта маленькая девочка, вот она в этом защитном круге, как, Мгм. и она так смотрит назад, и такая энергия угрожает ей, а она смотрит назад, и что-то она как будто бы сильно бережет. Вот так. Вот на уровне животика. Мгм. Сейчас я посмотрю. Она говорит центр Вселенной. И я там вижу какая-то... Ну, это то, что мы называем искра жизни. Мгм. Вот. И
неизменная частица Бога, Мгм. и она считывается как центр Вселенной. То есть получается, что в ней, вот здесь, есть центр Вселенной. А там и я не знаю, как это объяснить. Короче, считывается, что центр Вселенной как будто бы и во внешнем пространстве он такой большой, Мгм. а на самом деле он вот внутри у каждого. Мгм. И ее центр Вселенной, вот она его бережет. Так, а что там за энергии, на которые она оглядывается? Вот она оглядывается, и вот именно вот тот молоток такой острый, ну, образно говоря, молоток, который Мгм. стучал и который пробил ее естественную защиту, которая у нее была, именно та защита, которая, м, оно так и считалось, эмпатия, то есть ее нарушено было внутриутробное развитие, именно правое полушарие, которое связано с божественным источником и с этим центром Вселенной, с материнскими энергиями, но не теми, которые мама показала, а которые на самом деле как Вселенная, как матрица жизни. Мгм. Вот. Вика, посмотри, сколько причин в том, что была пробита ее защита. Я вижу вот так, когда она пальчики скрутила, вот эти маленькие, Что это значит? считывается ДНК одна. Мгм. Подчинение матери ее отцу. Мгм. Так, хорошо. А, передай маленькой Маргарите, что как бы души ее мамы не были связаны раньше, в этом воплощении мама – это мама, а Маргарита – ее дочка. И их души разные. И как бы судьбы у них не были связаны, у мамы своя судьба, у Маргариты своя судьба. И они также разные. У мамы свои задачи на это воплощение, свои программы, которые она должна пройти и их переработать, своя миссия ее души, которая пришла за своим опытом. А у Маргариты своя миссия, свой опыт, как бы и у мамы своя судьба, через которую она должна пройти, а у Маргариты своя. И она, и мама – это разные души, разные судьбы. Видит ли это сейчас Маргарита? Я чувствую, что ей в тот момент не хватало опоры именно из-за этого, да. Мгм. Как бы она ушла как бы во внешнюю опору, нашла не внешнюю опору, Мгм. и поэтому она потеряла себя. Вот это и есть как гвоздь программы магического мышления, да, то Мгм. есть магическое мышление притягивает внешнюю магию, да. Хорошо. Видит ли это сейчас Маргарита, что там не хватило ей маленькой внутренней опоры? Она чувствует. Тогда она своим сейчас, нынешним сознанием может зайти в тот момент и дать этому маленькому эмбриончику всю свою любовь, всю опору и сказать, что она выжила, она справилась, она взрослая, она молодец. Также я вижу в этот момент, что я тоже как бы представитель и представляю эту материнскую энергию. И я вижу, что эта потеря себя в этом воплощении была связана с предыдущим воплощением. Я Мгм. вижу буквально, как будто бы я протягиваю руку этой малюсенькой девочке, и я ее как бы окутываю вот так энергией и говорю: я с тобой. А,
показываю ей это все и говорю: я не дам тебе пропасть. И когда я беру за ручку, то вижу, как выходит, встает эта прекрасная Мария Антуанетта. Я вижу ее лицо, ее руку такую красивую, Мгм. пышную, такая, как фарфоровая кожа. Она вот дает вот такие здесь рукавчики, платье такое красивое, прическа высокая. Она встает как бы из колен. Я ей передаю, что она чистая. Я слышу от крови, потому что у нее платье в крови. Я ей Мгм. говорю, чтобы она сняла это платье. И чтобы она сейчас, одну секундочку, я заморожу эту девочку, а сейчас пришел Мгм. тот контракт, на который это соглашение, Мгм. считывается соглашение быть убитой. Я ей передаю, чтобы она сейчас в своем теле нашла ту энергию, и она именно вот здесь, в голове у нее осталась, Мгм. вот здесь, даже над головой, там, где уже прическа идет, где она прятала вот это Так, на чем свое. эта энергия держится в Подожди, пространстве? подожди, не перебивай меня, чтобы куда-то я улетаю. Сейчас, одну секундочку, я Вернись, да, вернусь к этой назад. энергии Тише говори, тише. в прическе. Сейчас, сейчас я вернусь, одну секунду. Мгм. Разрешение быть убитой, казненной. И я вернулась, и я ей говорю, что она хотела. Она именно в голове, она именно хотела. То есть это энергия возмездия, восстановить справедливость у нее осталась в голове. И поэтому этот теперешний контракт, он именно связан с головой, с правым полушарием, то есть с работой мозга, потому что она хотела, то есть эта сила мысли ее застряла во время смерти и не смогла выйти. Теперь я говорю, что бы она хотела сделать, и я вижу, как эта прекрасная девушка, это Маргарита, она сейчас Мгм. тогда Мария Антуанетта, она берет этот черный топор и отрубывает этому э, кату, я слышу, кат, Мгм. этому насильнику голову, ему отрубывает то, что ей сделали. Она все вернула, и так такое облегчение. И вижу, как у нее вот здесь засияло, все засияло, и а, вдруг вижу эту девочку, которая выбежала с этой ситуации, эта ситуация Мгм. исчезла, а Маргарита вот так, знаешь, как люди пот вытирают после тяжелой Мгм. работы, вот так Маргарита рукой снимает это напряжение, я ей передаю, что она может позволить сейчас себе отдать всю карму всем насильникам, сделать то каждому, что она хотела сделать, но не смогла, а я с ней, и ты с ней, и мы ей поможем, мы здесь, но она опора самой себе. Я ей показываю, как она сама выбрала нас, как она пришла сама на сеанс, как она сама приготовила аспекты, сколько много она сделала для этого, чтобы стать свободной. Она для себя сила, опора, она для себя, я слышу, мать. Я ей Мгм. говорю, чтобы она сейчас вернула всю ее энергию, и она буквально вот берет и с этой, которая с правой ноги, а, эта ледяная штуковина стояла, как щит огромный круглый, как Мгм. диск такой. Она берет буквально эту энергию, центр Вселенной, Так. забирает, и это штуковина, она вот так потемнела, этот щит, этот диск, Мгм. начала энергия там, вот эта, которая была заморожена, магическая, она течет.
и утекает. И я вижу, как она очищается и превращается в такой ручеек искристый. Из этого ручейка как будто бы ручей черный вот течет вниз в сектор интерферентов, Мгм. а с него как брызги такие, энергии идут в противоположную сторону. И когда я смотрю, то я вижу, что это души, считываются усопших предков. Мгм. И я передаю Маргарите, что в этот момент она может вернуть себе всю ее энергию, всю ее силу рода, божественную, чистую, а всю энергию рода темную, магию отправить туда, откуда она пришла, по всем родовым каналам, от ее родителей, пусть она отдает своим родителям, и это все зло, оно так и звучит зло, и она берет как камень огромный, и вот так передает родителям и Мгм. говорит, я не ваша. Сейчас я посмотрю, что это значит. То есть она не берет их, вот эту темную часть, отдает им, и она пробует это, и оно как невкусное выбрасывает. И я Мгм. передаю ей, чтобы она передала своим родителям, чтобы они передали это и их родителям По родам. по роду, Мгм. что они принимают только свет, искру жизни, защиту, любовь, гармонию, а все, что не соответствует конам жизни, конам любви, пусть отправляют портал на утилизацию. И я Так. вижу, как родители, которые там как будто бы вот так сидели в ее пространстве, встали, и вот этот дух, который отламывалось у него постоянно Мгм. что-то, он тоже встал и отвалился весь, а родители такие светлые. Мгм. Встали Так, посмотри и пошли. контракт. Ушел из пространства. Расторгали его Маргарита. Но раньше он выглядел как огромная книга перед Маргаритой, и вот такая крошечка, вот Маргарита такая малюсенькая там сидела и смотрела, как будто бы Мгм. на этой книге. Так. А сейчас этот контракт, он стал, ну, его нет. Это не книга. Этот контракт, это двусторонняя такая штука. То есть именно там, где больше всего болит, там именно и больше всего энергии спрятано. Мгм. Так. Этот контракт, его уже нету, и всю свою энергию, которая была у него спрятана, Маргарита вернула. Правильно? Да, она М. вернула, и я вижу, как в ее тело возвращается энергия. Я ей передаю, чтобы она почему-то идет классически, проверила э, свою энергию, которую она возвращает с каждой ситуации, где она теряла себя. Вот. И пропустила через фильтр. Мгм. Так, что происходит? Ну, она как будто бы берет энергию такую, как золотистую, и приклеивает к себе. Но сейчас давай, пусть создаст Маргарита вокруг себя такой контур, такой фильтр, который дышащий. Хорошо. Сначала проверь, пожалуйста, ее энергоцентры. Ты говорила, что они были сдвинуты, перевернуты и подключены к черной звезде. Как сейчас поменялась Ну, ситуация? сейчас этого ничего нет. Я же говорила, что все засияло. Вот это, где черное Мгм. было, оно все засияло. Хорошо. А Вот. на крыльях ты видела сети? Как сейчас выглядят ее крылья? О, вместо этих белых и черных сетей я вижу, как такие энергетические, как воздушные золотистые лучики, которые вот так вверх как-то поднимаются, как ниточки, и соединяются с другими божественными душами. Мгм. Хорошо. Также ты видела программу подчинения, что лавировать, отдаляться от себя. Убрала ли эту программу Маргарита со своего пространства?
Я вижу такую метафору, что она взяла эта змейка, она как двигалась постоянно, а Мгм. теперь она заморозилась, потому что Маргарита на нее смотрит, и она ее взяла как шкатулочку, вот так открыла, а там внутри считывается семя позора, такая черная энергия, и она отдает, прицепляет это как, как какую-то брошку. Считывается какая-то Даниэля или как-то вот так звучит. Мгм. Так, что это за Отдаю. энергия, что это она дает? А? Что это за брошка? Считывается вот позора. Вот то, что я сказала, то есть это черная магическая энергия, Мгм. И как которая она, да, влияла на Маргариту? Что значит позора? а, сейчас она на нее никак не влияет, а Мгм. раньше я вижу, что это Даниэля, она как-то, как будто бы у нее вот так, где рот, и она постоянно вот так считывается, придумывает. У нее такой, как клубок такой черных энергий. Мгм. То есть она оговаривала, получается, да, Маргариту? Но я вижу то, что я вижу. Мгм. Хорошо, все, пусть полностью Маргарита отдает все ее воздействия этой Даниэль, всю Я ее вижу, магию. как она взяла эту, как шкатулочку, опять ее так защелкнула Мгм. и вот так а, буквально впихнула в эту Даниэлю, и эта Даниэля ушла с ее пространства. Мгм. Я передаю, чтобы Маргарита убрала подключку, и вижу, как ниточка, такая подключка, много раз обвела ее по талии, Мгм. На чем и держится? она держалась на этом контракте. Мгм. Тогда пусть ее полностью под ключку Маргарита убирает из своего пространства, отдает хозяину этой подключки. Да, я ей передаю, чтобы она полностью чистила ее пространство от Мгм. этих ее энергий, и пусть эта Даниэля забирает всю энергию, всю эту магию ее же руками, всю агрессию, и Маргарита забирает ее энергию. И я вижу, как Маргарита забирает эту энергию свою из этой капли, которая висела вот там в нижнем Мгм. пространстве. Мгм. Так, убрала ли Маргарита отцовскую агрессию, которая занимала место той ее Ну, детской как раз части? в этот момент, когда ты говоришь, что я услышала очищенный голос отца, одобрение. Он говорит: молодец, доча, ты это сделала. Мгм. Его светлая часть так говорит. Хорошо. Вот тот молоток, который клин забивал, ты говорила, что выбил часть ее сознания. Вернулась ли эта часть сознания Маргарите? Да, вот крылья я вижу, вот это сияние. И сейчас я передаю Маргарите, вот я иду туда, чтобы она тоже как бы включалась в эту работу, чтобы сейчас она зашла в тот ключевой момент, когда произошел этот сдвиг, и перевернула все обратно, и восстановила свое психическое развитие так, как оно Мгм. было, должно было произойти. И я вижу вот этот палец, так скрюченный, так чик, и Мгм. он выходит с ее пространства, я ей передаю, чтобы она очистила ее генетику от всех паразитических энергий, от всех агрессивных энергий, от всего чужеродного, от всего, что Мгм. мешает ей быть свободной, чистой, Так, считывается душевной. я посчитаю до 3. Маргарита полностью подготовится, приготовится, и мы зайдем все вместе в тот момент, когда она полностью все восстановит, все будет гармонично, очищено в ее пространстве и соответствовать ее эталонному эфирному ДНК. Итак, 1, 2, 3.
Ну, я вижу, как ну, как ее энергосфера стала м, большая, но она как-то сдувается. Мгм. Так. Э, Сколько, И что? сколько причин в том, что сдувается ее Одна. энергосфера? Что Я это вижу, такое? что именно где шестая, седьмая чакра, такая черная подключка в сектор магии. И Мгм. я вижу там, слышу колдунья, и вижу там ритуал магический. Так. Проявляем на свет эту колдунью, приказывая ей отвечать, кто она такая. Здесь идут энергии какого-то мужчины. Ам, Так. То ли Проявляем. брат брата. Проявляем на свет этого мужчину, кто находится в секторе магии. Приказывать Э, ему отвечать, кто он такой. Имя идет, но я как-то не могу его уловить. Ну, пусть проявится. Он так бегает Это туда-сюда, бегает вот так. имя прям прочитай у него на лбу, там пусть оно проявится у него. Оно звучит почему-то француз. Мануэль, Ну, я не есть такой? слышу, имени пока Мгм. нету. Я Хорошо. подумала, почему не идет имя? А оно считывается, что он потерял его. Что это значит? Закопал свою истинную душу. Он заказал а, ритуал. Какой-то ритуал. Какой ритуал он Считывается заказал? возмездие. Ритуал возмездия. В чем суть этого ритуала? Считай. Я вижу, как эта колдунья создает энергетическое поле, и оно похоже на тот щит, который был у Маргариты с Мгм. правой стороны. И я вижу, что она силой мысли и как-то спиной, почему-то спиной, сейчас я посмотрю, создает такую энергетическую, как ледяную штуку. Мгм. Что это за ритуал она Считывается делает? заморозить, а, то есть вот так заморозить прошлое. Вот почему за спиной. Заморозить прошлое, и я вижу, что ее магия а, притянулась, ее возмездие, воздействие притянулось именно на тот ключевой момент, когда у Маргариты произошел сбой, скажем так, выстраивание психической матрицы жизни. Мгм. Она Какое именно на прошлое? это притянулась. Какое прошлое она заморозила? Нет, она не заморозила. Прошлое было заморожено, то есть это Мгм. ситуация, где Маргарита приняла решение быть мамой, то есть она притянулась на контракт. Мгм. А замораживать она пыталась настоящее Мгм. для того, чтобы угодить клиенту. Мануэль, вот прозвучало имя, пришло. Мгм. Приказывай этому Мануэлю отвечать, что он делает в пространстве Маргариты вместе с этой колдуньей. Он говорит, что он ее додушит. Для чего ему это? Это говорит не он, а это говорит его, это темная матрица, это дух, Мгм. семейный, родовой дух. Так, это тот же дух, который был у Да. Маргариты? Мгм. Так, для чего ему додушивать Маргариту? Чтобы Маргарита достала свой цветок. Так, про какой цветок идет Ну, я речь? вижу, когда то ли это в будущем, то ли это уже происходит, что это подключка от Маргариты. Она вот так как живая, как будто бы это раскрывается, этот портал, вот так разворачивается, а изнутри
вырастает, вытягивается, выходит ее энергия, и это похоже, есть такие вечерние цветочки, как вот так, как колокольчики. Мгм. Они вот так вот расходятся. А именно у этой ведьмы за спиной вырастал такой искусственный ледяной, как цветок. То Мгм. есть такое что-то, да? И я вижу, как эта магия убирается, и этот Мануэль отступает назад, и вся эта агрессивная энергия возвращается туда. К этим всем колдунам, да, и Да. заказчикам. Мгм. Пусть Маргарита проявит все их воздействия, все их, то, что негатив от них пришел, все это проявляет на свет и возвращает хозяинам этой энергии и приказывает, пусть они применяют эту всю магию к себе же. Ну, я вижу, появился такой домик, ну, как квадрат, ну, как будто бы игрушечный. И так пух. Да, это было желание поделить все, как будто бы мечом разделяет. Вот. Мгм. А, м, а, и оно, эта магия воздействовала на всю родовую систему Мгм. Маргариты, не только на нее, но на всех ушедших, на всех. Мгм. По всем параллельным веткам, вообще на весь род. Вот пусть это все воздействие Маргарита полностью проявляет на свет, на ее род, на нее, на все полностью Это и выглядит, возвращает. вся эта энергия такая, как противная, как такое болото с такими губами Мгм. огромными, которые там чавкают, квакают. Вот Я все передаю. хозяинам пусть возвращает. Я передаю Маргарите, чтобы она эти все энергии приказала, пусть этот Мануэль вместе с этой ведьмой забирают к ним же и применяют к ним же. Им тоже нужно освободиться через познание, через Ну, это эмпирическое уже их познание, да. проблемы, Да. А их уроки, Маргарита их карма. выбирает свет, жизнь, гармонию. э, Я слышу пространство света. И эта вся тьма уходит, а она Мгм. поднимается так в такие светлые и прозрачные пространства. Ее Мгм. энергетика, я вижу, энергосфера отрывается от этого, от этой подключки и так плавно улетает в сектор Первотворца. Вот. И опять я вижу тот момент, как она возвращала себе эту центр Вселенной, ее Мгм. личный, да, но возвращала она как будто это в сектор первоисточника через Мгм. свое высшее я, через высший разум. Оно Хорошо. считывается через высшую душу, а Мгм. не разум. А, давай проверим, знает ли Маргарита, что такое божественная энергия любви по ее определению. Сейчас я вижу опять вот эти пальчики скрюченные. Что это Нет, значит? не Мгм. знает. А знает ли Маргарита, что такое божественная энергия любви по определению Творца? Нет, не знает. Она смотрит, я вижу в этот момент вниз, и ее все внимание направлено, считывается на убежище. То есть это ложное убежище там внизу. а, Это не то, Какое определение для нее основное? По ее собственному определению или по определению Творца? ее собственное. Сколько причин в том, что она не знает по своему определению, что такое божественная энергия любви? 99. Какая основная причина? Мать. Мгм. Найди ту ситуацию. Опять идет, установила разрыв. Да? Что за ситуация? Посмотри. Это внутриутробное развитие. Мгм. Мама установила разрыв а, между реальностью света и реальностью бытия, между духом света
и физическим телом. Я вот так вот вижу. М. Что произошло на физическом плане, когда ее мама установила этот разрыв? Опять я слышу эту подвижку, эту энергию отца. Он как будто бы буянит, что-то двигает мебелью такой. Этот дух с ним пришел. Мгм. Видит ли сейчас Маргарита, что там происходит? Что Она не видит, отец она ничего не нет видит. сейчас своим Она, сознанием. она чувствует, она не видит, она не ощущает. Она чувствует вот там, где она вот Хорошо. эта Давай маленькая. той маленькой эмбриончику передадим свою любовь, свою опору, свою защиту. Передадим, что отец, ну, как бы, это просто, ну, он под своими программами, со своим духом, ну, как бы, он живет свою жизнь, проживает, получает свои уроки. Мать– это тоже мать. У нее тоже свои программы, свои страхи, свои какие-то уроки в этой жизни. А Маргарита справилась, она живая, она вот идет к свободе, к очищению, к проживанию своей собственной жизни, самое лучшее для нее. И у нее это получается. Она молодец, она живая, чистая, светлая душа. Она ищет защиту. И я ей говорю, что она защита, а мы Первотворец здесь. тоже защита. Ее божественная искра, вот это то, что мы говорим, Всевышний, да? А это и есть часть его божественной души в каждом. Вот это я ей говорю, что вся опора, вся защита в ней самой. И она может найти эту опору сейчас и Да, она вернула. восстановить ее в тот момент, Она потому что вернула в тот себе. момент я вижу, как бы, вот эта ситуация происходила, и она не один раз происходила, то она как бы закрылась вот так, отсоединилась от себя. Я ей передаю, чтобы она раскрылась, что ничего нет, опасность миновала, и пусть она выходит. И вот она выходит, как будто бы из-за двери, из-за такой Мгм. черной. Пусть И прочувствует свою искру да, жизни, которую она себе вернула. Вот на нее пусть опирается, ее пусть чувствует. и вот она выходит, и я вижу, как что-то щелкает вот здесь, в голове у нее. Я ей передаю, что в этот момент пусть она восстановит свое естественное, божественное развитие ее психики, ее души, ее разума, ее сознания, связи с телом, и почувствует себя совершенной, такой, какая она была по определению Всевышнего, окутана любовью и соткана из любви. Мгм. Что происходит? Я вижу, что она из правого плеча снимает какую-то абракадабру, какую-то штуку. Энергия, как будто зверек такой уцепился за правое плечо, черный такой, и грызет ее. Сейчас я посмотрю, что Мгм. это. Что это за энергия? Я говорю, чтобы мы с Маргаритой вместе посмотрели, что это. Оно считывается родовая программа пожирательства. Она ментально находится у нее вот с левой стороны, где левая Мгм. нога, колено считывается. Родовая программа пожирательства. И я вижу вот эта причина этих склок, скандалов, вот этого безобразия, что происходило у нее в семье. Это люди подчинялись не божественному кону души, а вот этим мерзким программам. Мгм. Кто хозяин этой программы? Я слышу дед, и вижу, от Мгм. него пошла такая, как луч, а это вот как зеркало. Луч в сектор интерферентов. И такой мужчина какой-то, дедушка. Так, это Ну, он такой дедушка по большой. маминой линии или по папиной? Сейчас я посмотрю. Это отец отца. Мгм. Так, когда эта энергия появилась в пространстве Маргариты, что произошло на физическом плане? Этот Э, пожиратель.
А сейчас я не вижу, что произошло на физическом плане. Сейчас я вижу в эфирном, что у него как будто бы такой большой, м, ну, как это, пенек черный, и он по этому пеньку рубанул и что-то достал такое маленькое. Ну, посмотри, что он достал. А я вижу, что как будто бы вот Марию Антуанетту за ножку схватил вот так вверх ногами, как куколку. Так. Считывается родовое проклятие. А как он связан с Маргаритой Антуанеттой, этот дедушка? Считывается, что он принес убийство бабушки. То есть это родовая программа убийства. Мгм. Когда она появилась у Маргариты в пространстве? Она произошла во время зачатия. Мгм. Произошла загрузка информации родовой. Так. Видит ли Маргарита, что там за загрузка произошла в момент Да, зачатия? видит. Она может зайти в этот момент и изменить всю эту ситуацию наилучшим для нее образом, как Вот она я хочет. вижу, каким образом она хочет. Я вижу, что вот это родовое проклятие, да, то есть это убийство, убийство королевы и убийство какое-то в семье у них, в роду было. А, я передаю. Вот оно что. Предательство. О, то есть, сразу же там, муж, Антуанетты проявляется, что он как бы тоже виноват, он предал ее на, эту казнь, сам был казнен и предал ее, потому что у них не было этой истинной связи, истинной любви. А я Мгм. передаю Маргарите, что ее прошлое воплощение — это не она, это всего лишь память в ее генетике. И сейчас она может полностью очистить всю ее генетику. Она не несет ответственности за прошлые жизни, за прошлые решения. Она здесь и сейчас решает Так. быть свободной, счастливой, выбирать истину, выбирать свет в каждом выборе, делать решения в пользу жизни. Мгм. И Что она говорит этой, сейчас? которая буквально как будто бы оделась на нее, это Мария Пожирательница? Антуанетта, да, А, и говорит ей: "Я не ты, ты не я". И говорит м, ей: "Уходи". И Маргарита, вижу, вырастает, такая огромная становится, а эта Антуанетта маленькая и в сектор магии уходит. И она ногой своей как стукнет, Ам, и вот этот, черный, как носочек, да, с нее отвалился, с Маргариты, и ее пространство все очистилось. Я м, передаю, чтобы Маргарита стерла со всех информационных полей. И вот этот дедушка, вижу, как сник и уходит, чтобы ну, она очистила. Я вижу, как она вот эту спираль ДНК буквально отдирает такие черные полосочки. Я передаю, чтобы Маргарита оставила свет, мгм, гармонию, только опыт, все воздействия чужие, чужие программы, чужие голоса, чужие судьбы пусть отправляет туда, откуда они пришли. Она — мгм. это она, а Так, они — эту это они. программу пожиратель убрала полностью Маргарита со Да, своего она вся пространства. ушла. Мгм. Мгм. Там, где мать установила разрыв, изменила Маргарита эту ситуацию? Но оно так не меняется. Сейчас я вижу, как ее внимание вот идет сюда. И я ей М, говорю тоже вот на физике, чтобы она ощутила свое внимание туда, обратила и возобновила своей любовью, энергией тот естественный процесс, который был заложен изначально, когда рождалась ее божественная душа, когда она решила стать физически плотной, стать человеком. У нее в плане был идеальный образец, как должно все быть. Пусть она восстановит этот образец,
это М, развитие свое, и привяжет всю свою жизненную матрицу к тому идеальному, совершенному образцу, считывается духа. И я м, вижу, как вот здесь у нее буквально как будто такое энергетическое поле открывается, светлое, золотистого цвета. мгм. И Хорошо, она, и вот и считывается «я своя», то есть восстанавливается ее истинный код. хорошо. Давай проверим, знает ли Маргарита, что такое божественная энергия любви по ее определению. Знает, сейчас я вижу, как она руки вот так держит, и такое, как свечение между рук Мгм. везде. А знает ли Маргарита, что такое божественная энергия любви по определению Творца? Да, знает. Эти определения совпадают? Да, Мгм. Хорошо. И еще давай проверим, знает ли Маргарита, что такое опора по ее определению. нет, Знает ли Маргарита, что такое опора по определению Творца? это вообще закрыто, нет. Какое для нее основное определение опоры? Творца. Мгм. Сколько причин в том, что у нее нет, что это определение для нее закрыто? Одно. Что это за ситуация? Посмотри. Искажение. Оно так и считывается, да, родовое искажение. Еще такой маленький треугольничек уже рассеянной темной энергии остался. Мгм. Что там за ситуация? Посмотри, когда это искажение появилось в ее пространстве. Ну, та же самая, тут же треугольный молоточек. То есть это искажение формирования психики. На чем это искажение держится в пространстве Маргариты? Еще раз скажи. На чем держится это искажение, эта энергия в пространстве Маргариты? Этот треугольничек, который почти растворился, но еще на чем-то держится. Найди эту зацепку. Эм, Покрутилась вот так, вижу в секторе магии. Вижу Маргарита в секторе магии. Мгм. Считывается перенос. Вот, вызывание духов, ее спиритические сеансы, вызывание духов-помощников. Мгм. Это и поиски внешней опоры. А, Вот что ей мешает, то есть ее мышление магическое. Так. Видит ли Маргарита, как это, что это просто все эти вызывания, вся эта магия полностью заблокировала, чтобы она знала, что такое опора по определению Творца? Она говорит, я знаю. Она может зайти в каждый момент вызова духа, магических ритуалов и отменить это все, если она хочет, и Мне идет, убрать. что как бы идет от ее души, что Мгм. опора в ней самой. Мгм. И в этот момент вот идет свечение вот так в сердце, и вот эта палочка черная, магическая, да, она, ну, как на палку люди опираются. Мгм. Она вот так вот, как гармошка сложилась, вот. И вижу, сколько энергии возвращается с этих действий магических, которые сама Маргарита делала. Я Мгм. передаю Маргарите, что этого ничего нет, что она уже все отменила, и это не имеет сейчас никакого значения. Сейчас значение имеет только здесь и сейчас. Ее решение сейчас Мгм. найти внутри себя опору, внутри божественного света, ее любовь, ее гармония, ее совершенство, ее разум, ее сила– это и есть ее опора. Ее Мгм. связь с божественными душами, с первоисточником, с Всевышним– это вот и есть настоящая опора. И она берет эту палочку, которая вот уже как гармошка сложилась, Мгм. как кинет туда, в сектор магии. И я вижу, когда она ударила саму себя
по лбу Мгм. этой палочкой, то такая энергия выскочила прямо как будто бриллиант такой. И он так прямо как камешек так цокнул, и образовались такие весы. Так, что это за весы? Считывается это как э, равновесие, божественное равновесие. То есть мы внутри, вот каждый человек внутри, ну как бы это, мы вообще-то как будто бы внутри, вот как мы себя воспринимаем, да, вот смотрим, все целостное, Мгм. да, вот я это я. А это вот так считывается, что весь человек, вот человек, ну как бы это словами передать эти все, эту информацию, и Вселенная — это как бы одно и то же. То есть Мгм. коны Вселенной буквально пронизывают вот эти энергии, и коны жизни буквально пронизывают все, и каждый человек является неотъемлемой частью этого вселенского разума. Мгм. Хорошо, И она посмотри, ушла. буквально снимает, да, я вижу, как она как будто бы штанишки снимает, выбрасывает. И В ее энергия секторе, засияла. мгм, в секторе магии Маргарета все уже ушла из своего Ушла, пространства. да. Мгм. Хорошо, давай тогда проверим. Знает ли теперь Маргарита, что такое опора по ее собственному определению? Да, она знает. Знает ли Маргарита, что такое опора по определению Творца? Да, Эти определения совпадают? совпадает. М, Хорошо. Посмотри, как сейчас выглядит Маргарита. Она вот так посмотрела и показывает, что какой-то шлейф сзади. Так, проявляем на свет, что это за энергия. Стоит какая-то фигура женская, но это не Маргарита. Мгм. А, Проявляем эту фигуру, приказываю отвечать, кто она такая. Такая властная женщина, как будто бы стояла в таком платье, ну, скажем так, 18 века или 19, пышное такое платье с какой-то вот это самое. А когда я начинаю, то есть она считывается как авторитет, как образ женщины. И когда я смотрю на нее, то я вижу, что у нее хвост такой энергетический черный. Так, приказывай ей отвечать, кто она такая. Говорит, что она бабушка, умершая от своего мужа. Мгм. Так, а к Маргарите, для Маргариты она кто? Предок. Мгм. Она именно бабушка для Маргариты Ну, или как, куда-то дальше? по-моему, дальше. Она куда-то Мгм. вглубь идет. Так, что она делает в пространстве Маргариты? Она говорит, что переносит Что она переносит? информацию о ее стыде. Мгм. О каком стыде именно она переносит информацию? А, У нее какой-то стыд. Пусть покажет, раз она его так усиленно переносит. Говорит, стыд за себя, что я умерла. Так, а для чего она его переносит по своему роду? Опять же, это передается по родовой памяти. Мгм. Так, а когда эта бабушка появилась в пространстве Маргариты? Что произошло на физическом плане? Я слышу, что кто-то рассказывает ребенку.
какую-то историю, Мгм. Так. А, и она как будто бы запечатлилась, как змейка такая вот здесь. мгм. Маргарита может Питается передача данных. передать бабушке, что ее помнят, ну, как бы она в роду находится, ее никто не исключает из рода, как бы, но то ее выбор, ее опыт. Я И, вижу, как Маргарита, она девочка была, ну, может, 7 лет или 8, и она мгм, встает, вот она как будто бы на кухне сидела, а какая-то женщина ей рассказывала. Она берет и вот эту волну мгм, принятия на себя, мгм, да, эту информацию отдает и мгм. говорит, я не бабушка, Да. говорит, я не буду стыдиться за себя. Мгм. Бабушка — это бабушка, Маргарита — это Маргарита. И я Бабушка вижу, как сделала она свои выходит из выборы, этой ситуации. свои программы, да. Да, Пусть и исчезла очищается. эта, да, От исчезла эта шлейфа фигура. этого. Да, Мгм. Шлейф ушел. да, это впечатлительность детская вот Мгм. осталась. Посмотри, как сейчас выглядит Маргарита. У Маргариты руки сразу переходят в крылья, Мгм. и она так протянула руки ко мне, руки, крылья, и говорит, посмотри, что я нашла. И что она нашла? И показывает там этот эмбриончик малюсенький. Я ей передаю, чтобы она вдохнула жизнь, вдохнула любовь в А этот что это за эмбриончик. эмбриончик? Это, это тут, сейчас я посмотрю, что это за эмбриончик. Она говорит, я хотела стать матерью, а он не пришел. Кто он не пришел? И я вижу, как к эмбриончику такая темная энергия. И она тоже в виде такого треугольника. Она от сектора интерферентов тянется. Мгм. Я вижу, Кто что там? там ребенок. Как будто бы Маргарита была беременная, как бы пришел ребенок, и он не родился. Мгм. Так, кто находится в секторе интерферентов? Считывается дух рода. Он Мгм. как ловушка такая. Так, когда он появился в пространстве Маргариты? Я вижу, что он притянулся на этот контракт. О, еще один контракт. Так, давай, На этот проверяем. контракт я буду как мама, да? А здесь звучит противоположный, что я не буду как мама, я не рожу типа ребенка, как мама. а, И в этот момент запечатлелась вот погибель. Она отказалась от материнства. Мгм. Еще внутриутробно эта программа заложилась. Мгм. С кем этот контракт она подписала? Всем сторонам этого контракта приказывают проявиться и стать по старшинству. С насильственной силой, я слышу, с агрессивной силой, с магией, с Мгм. агрессией. А кто хозяин этой агрессии? Ну, переносчиком был тогда папа. Мгм. Так. А что произошло на физическом плане, когда этот контракт образовался у Маргариты? Мы этот контракт уже рассматривали. То же А, это самое. То есть уже... это, да, то есть вот эта внутренняя агрессия, которую чувствовала Мгм. Маргарита, то есть она как бы выросла в этой агрессии, Так, то еще видите? тогда она решила, что она не станет матерью для того, чтобы подвергать будущего ребенка таким испытаниям. Мгм. Видит ли сейчас Маргарита этот контракт? Да, Мгм. Тогда она может также зайти в этот момент и изменить всю эту ситуацию, как она хочет.
наилучшим для нее образом. Она говорит, я не буду подавлять материнство в себе, я стану мамой, а ты уйдешь навсегда. И она пальцем показывает на отца. Мгм. Хорошо. Я передаю, Прос- что она может полностью эту темную энергию отца и подчиняющую энергию матери убрать с ее пространства. Это их решение, это их жизнь. А она вот, ну, нужно освободить эту душу этого ребенка. Да, давай этот контракт она расторгла полностью. Да, он Хорошо. растворяется, да, Вернись к этому эмбриончику, который она показывает. да. Посмотри, ушла ли подключка в сектор интерферентов от него. Да, она берет его на руки вот так и поднимает к свету в сектор Первотворца, и у него образовались такие крылышки, и я ему передаю, и он как ангел улетает. Я передаю, а это мальчик был, а я передаю, что он может занять свое место в иерархии рода, что он Мгм. может стать свободной божественной душой и убрать из его пространства все темное, а Маргарита как бы и убрала от него это все. Мгм. Все негативно, что от рода шло, да? Только Да, и свет, только только оставить силу свет, рода. любовь. Мгм. Хорошо. Посмотри, как Маргарита сейчас выглядит. Вот сейчас она буквально считывается, наполненная, м, Мгм. сияющая, да. Да, найди сон Маргариты про поезд. Что там происходило? Про что это для нее? Но я вижу, что это подсознательный м, как бы сигнал, что я вижу, что это имеет отношение к этому диску Диску. с правой Мгм. стороны, что ам, это подсказка о расторжении контракта. Это Мгм. считывается как пророческий классический сон о Мгм. предстоящем освобождении. Хорошо. Отсоединись от этого всего. Это буквально вот эта маленькая девочка, которая там застряла в этой Мгм. конструкции. Да, она посылала Маргарите свою подсознательную, это подсознательная миссия, да, так говорила. Мгм. Хорошо. Отсоединись от этого всего. Мгм. Найди в пространстве то время, когда Маргарита вместе с сестрой Светланой и с ее мужем жили в квартире в одной. Да, я вижу. Там вот Светлана очень, ну, плохо относилась к Ну, Маргарите. давай я просто расскажу, что я вижу. Да, давай. Я вижу, что ничего этого уже нету, и ситуация поменялась. Они дружно сидят за столом, ам, пьют чай, а, Мгм. какое-то вино пьют, застолье, радуются. Потом мирно идут, раскладываются по своим постелям. Они вот так много людей в одной комнате жило. Мгм. Вот, А, и разговаривают, тушат свет. Маргарита такая спокойная. То есть ничего этого уже нету. Хорошо. А, Проверь сейчас, есть ли какие-то еще магические воздействия на Маргариту. Но оно даже идет, что даже не было. А, Мгм. То что есть она это как бы, полностью поменяла да, свою ветку реальности, да? да, Получается, что не было да, всех тех случаев. не было. Мгм. Прекрасно. Тогда вернись к Маргарите. Мгм. Посмотри еще раз, как она сейчас выглядит. Он насчитывается свет. Энергосфера большая, сияющая. Хорошо. Передай Маргарите, что если она хочет, она может сейчас установить фильтр Оно вокруг своего считывается пространства. восстановить. Мгм. Прекрасно. Она может восстановить свой естественный.
фильтр Мгм. вокруг своего пространства, который будет пропускать только живые, светлые, чистые энергии, которые соответствуют ее эталонному эфирному ДНК, иконам живой Вселенной и энергиям Творца, и отправлять назад весь негатив оттуда, откуда он пришел. Она может это полностью восстановить, активировать. Она говорит: "Я готова", и берет так руками, и такие искры между рук. И я ей Мгм. передаю, что этот фильтр, этот контур, он был всегда частью ее. Это естественная защита, это естественное считывание поля вокруг себя и внутри себя. Пусть она его просто восстановит, как оно было у нее всегда до того момента, как она его исказила. А Мгм. сейчас пусть она его восстановит. И Так. она говорит: "Я знаю, как это делать", и Мгм. делает. Так. Что происходит? Ну вот она, вот руки как бы приготовила, такие искорки между рук начали Мгм. проскакивать. И сейчас такой образуется вокруг ее а, поля, такой контур, Мгм. считывается божественной чистоты, неприкосновенности, аура кона, свободы, защиты. Так. Восстановлен сейчас этот фильтр, этот барьер. Да, и она подошла, так тук-тук-тук, постучала, проверила его и Мгм. пошла так легла спокойно. Это как такое ощущение, как в доме в своем таком защищенном, такое, ну, просто благодатное такое ощущение. Маргарита, запомни это ощущение. Вот твоя защита, естественно, полностью активированная. Вот запомни, как это вот сейчас так себя ощущать, да, под полной защитой. И как бы возвращайся в это состояние периодически, чувствуй его, чтобы оно как бы стало твоим естественным состоянием. И вот я вижу такой замочек золотой. Что это за замочек? Ну, это защита, ну, Мгм. символ защиты, а, Хорошо. экологичной, внутренней защиты. Как оно работает? Так. Сейчас найди Маргариту через год. Как она выглядит, как она себя чувствует. Очень странно. Но вижу ее, что она в роддоме рожает ребенка. Должна успеть в год. Хорошо. Найди Маргариту через 5 лет. Я вижу ее с маленьким мальчиком. Мгм. Чудесно. Как Маргарита там себя чувствует? Прекрасно. Маргарита, вот прочувствуй себя там через 5 лет с этим маленьким мальчиком, где ты чувствуешь себя прекрасно. Напитайся этим состоянием, этим ощущением. Как Истинного раз материнства, свободы, цельности. вот именно это состояние запомни, пропитайся им, заякори его каким-то жестом или прикосновением. Почувствуй, послушай слово, какое-то идет в этом состоянии, также его запомни. И теперь при помощи этого жеста, этого слова, каждый день возвращайся в это свое новое состояние, чтобы она стала твоим настоящим. Хорошо. Вика, отсоединись от всего. Вернись в наше время. Да. Хочется Про- попрощаться со всеми. Со всеми это с кем? Ну, тут много.
Всех. Так, расскажи нам. Маргарита. Мгм. Кто еще? Много-много глаз. Вот сверху смотрят. Это кто? Считываются, что ждут. Кто это? Кто ждет? Считываются сияющие души. Они ждут освобождения Маргариты, чтобы она вернулась в это священное материнство. Вот почему этот образ идет, который, естественно, может стать и пророческим, и она станет мамой, но также это символ того, как возвращение в истинную материнскую энергию, матрицу божественного света, матрицу жизни, любви. И Мгм. эти души, они а, считываются соучастники, соприкасались к Маргарите, чтобы она пришла к этому моменту. Это М, ее род, та мгм, божественная часть рода, которая незримо присутствовала с ней всегда. мгм. Хорошо. Спроси у Маргариты, все ли мы для нее сегодня сделали. Да? Тогда все вместе и со всеми этими душами, глазами поднимаемся максимально вверх. Мгм. Все вместе наполняемся живой, светлой энергией любви, гармонии, здоровья, достатка, А вот этот благополучия. рай, вот он, рай. Вот этот божественный, она как вернулась домой, в рай. Я вижу опять это застолье, только уже со всеми божественными душами. В это пространство рая, Мгм. дома. Она дома, Мгм. мы дома. Прекрасно. Хорошо. Прощаемся с Маргаритой. Да. Отсоединись от всех и от всего. Мгм. Проверь свое личное пространство. Очисти от всего чужеродного. Закрой все порталы. Чисто. Поднимись еще выше. Мгм. Наполняйся живыми, светлыми энергиями. Мгм. Ты готова выходить? Да. Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.